Здравствуйте, субботнее утро, я думаю, что уже все, кто хотел, проснулись, кто не хотел, они до сих пор спят, ну, значит, так и надо, так тому и быть, потому что сладкий сон в субботу – это святое, нарушать его не надо, но, тем не менее, у нас есть запись. У нас есть запись, этот стрим будет в записи, и при желании вы будете его смотреть. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших в школе видеоблогеров, то есть мы отвечаем на вопросы, на ваши вопросы, если они у вас есть, и отвечаем на эти вопросы в прямом эфире. Меня зовут Александр Некрашевич, я представляю школу видеоблогеров, реально бесплатную школу видеоблогеров, единственную школу, которая ничего вам не продает. Единственное, что мы можем вам предложить, это если вы захотите, то вступить в наш клуб, который называется 100 по 100, где мы вместе с теми учениками школы видеоблогеров, которые хотят, реально хотят получить результат. Какой результат? То есть мы решили сделать себе такой кейс большой, да, из 100 каналов, которые дойдут вместе с нами под нашим чутким руководством, да, в нашем сообществе дойдут до результата. Результат скромный, да, по моим меркам скромный, для кого-то он недостижимый, он считает, да, то есть в этом формате это результат о 100 тысяч российских рублей, не белорусских, не долларов 100 тысяч, да, вот, а все реально, то есть от 100 тысяч рублей, причем я четко представляю себе мысль о том, что любой канал может дойти до этого, и любой канал можно довести до формата 100 тысяч рублей прибыли. Друзья мои, в чем еще момент очень важный? Очень все зависит именно от автора, потому что по большому счету есть авторы, которые достигают такого результата на своем желании, на своем хотении, потому что у них есть цель. Или есть некие обстоятельства там, которые их это сподвигают. Я, допустим, знаю пример девушки, которая очень сильно рванула, узнав, что она забеременела. То есть вот она узнала, что она забеременела, и у нее есть цель, да, выйти на какой-то доход, потому что поддержки от родителей, поддержки от мужа, поддержки от друзей вообще никакой не было. Более того, она банальный фрилансер, который, соответственно, не может даже рассчитывать на какую-то более-менее сносную поддержку от государства. Поэтому она и сейчас она зарабатывает достаточно для того, чтобы жить в любой стране мира. Просто у нее была мотивация стать лучше и зарабатывать. Поэтому мы сегодня, как пример, мы начинаем вести наш стрим в 11 часов утра в субботу. Мы к нему подготовились, у нас уже модераторы сидят, смотрят, да, у нас уже есть трансляция в Facebook, трансляция в Одноклассники. Более того, что многие сейчас подтягивают лапки, но ничего. Это все нормально, потому что мы по большому счету ищем самородков. То есть мы ищем тех людей, которые реально могут прийти к результату. А это вам надо будет вставать, вот чтобы вы понимали, чтобы сделать хороший, грамотный, качественный канал, вам надо будет вставать постоянно, раньше, чем ваши конкуренты, и ложиться позже, чем ваши конкуренты. Это очевидно, потому что это марафон, и здесь не бывает такого, что вы начинаете работать там с 9, там с обедом, с перекусами. Нет, вы понимаете, что даже прокрастинировать вам некогда, да, то есть что такое прокрастинация? То есть у каждого из вас сейчас, наверное, еще открыта где-то вкладочка Одноклассники, вкладочка Facebook, вы там читаете ленту друзей, просматриваете фотографии. Те, кто меня знает, они знают, что я в Инстаграме не подписан ни на кого, потому что у меня нет времени тратить свою жизнь на просмотр жизни других людей. Мне она банально неинтересна. Я читаю, очень много читаю, я смотрю тех людей, у кого я могу чему-то научиться. Например, это Аркадий Моренис, да, это вот тот человек, который сделал антистартап, это тот человек, который назвал один из моих проектов, извините за слово, говно. Вот он его назвал, да, и после этого это дало мне пендель, да, вот почему? Потому что я понимаю, что я недостаточно его запаковал, то есть я свою мысль не донес до него. Это не он виноват, не он амбициозный, он уже всем все доказал, ему не надо ничего доказывать, да. Причем еще есть огромное количество других людей, которых я читаю, почитаю, уважаю. С кем-то я согласен, с кем-то не согласен, но я ищу людей, которые будут вместе со мной идти к цели, потому что это для меня сейчас очень простая цель.
Очень простая цель, да. И я во многих нишах, я знаю, как к ней прийти. Но для подавляющего большинства это якобы простая цель, она навсегда будет недостижимой. Потому что огромное количество различного рода идей, они настолько быстро модифицируются, что ее в первоначальном виде не узнать. И очень немногие доходят до результата, до финансирования своего. Да? Например, вот все знаете, то есть у нас у нас под роликами есть ссылочка на партнерскую программу АИР БНБ. Это очень крутая штука. Те, кто не знает, можете пойти посмотреть. Это бронирование, то есть это вы можете забронировать комнату, квартиру, дом в любой стране мира непосредственно у хозяина этой квартиры, либо хозяина этого дома. Все начиналось, то есть АИР БНБ, это все начиналось с аренды надувных матрасов. То есть парни решили сделать хостел, в котором пустые комнаты, и когда ты приходишь, тебе выдают там надувной матрас, и ты на нем располагаешься. В принципе, идея очень живая, да? А потом они предложили владельцам квартир, да, у которых есть место, и они готовы сдавать место под надувной матрас, такую идею. Сейчас это компания с миллиардной стоимостью. Банально. Как модифицировалась идея от простого надувного, от аренды простого надувного матраса до компании, которая сейчас лидер в аренде жилья, лидер в мире. Не просто где-то там в Беларуси, в России, в Украине, в Америке, да, а в мире. Сейчас десятки тысяч комнат, квартир ежечасно снимаются через эту квартиру. И я в том числе арендую, когда мы едем куда-то с командой, мы не заселяемся в гостиницу, а мы снимаем хорошие, крутые апартаменты в центре города и там себе живем, поживаем. Последние апартаменты мы жили вообще там на Старом Арбате со всеми удобствами. Вот это так работает, да, вот понимаете, настолько модифицируется. Поэтому это все напрямую зависит от автора канала. И если вы сейчас вот смотрите этот запись стрима вернее, в записи этот стрим смотрите, то поймите, что я вчера закончил в 10 часов, там, по-моему, в 10 с копейками закончил стрим, сегодня я уже в 10 утра готов и делаю новый стрим не потому, что я такой вот, мне заплатили, да, а потому что я хочу прийти к результату. И команда, которая сейчас меня поддерживает с этим стримом, она тоже хочет прийти к результату. И мы ищем тех людей, которые так же, как и мы, хотят прийти к результату. Вот это важно, потому что вы можете фонтанировать идеями, у вас могут быть огромное количество идей, но при этом вы спокойненько поедаете пельмешки, включаете там любимый сериальчик и втыкаете в него, потому что, ну, вам же, вы себя успокаиваете, вам же надо отдыхать. Я не спорю, у каждого просто свой отдых. Да? Вчера мне, допустим, меня штырил, я просто включил там Би-2 и под Би-2 в наушниках я 2 часа ходил по городу. Вот громкая музыка, да, ну, мозг требовал этого, да, потом мозг потребовал там вкусного шоколада, качественного, да, он его получил, да, вот в таком формате. То есть я свой мозг тоже как-то так холю и лелею. Да, но при этом, то есть он высыпается, ему хорошо, и при этом он мне креативит, он мне дает сейчас говорить с вами в режиме онлайн нон-стопом, не по бумажке. Это важно, понимаете? И этот мозг дает мне мотивацию, потому что именно пересмотрите наш стрим про мотивацию, я убежден, что мотивация не в начале, мотивация это там не искра ни разу, там, да, о, озарение там, да, как многие показывают там мультик про Архимеда, когда Архимед садится в ванну, у него там бах вылетает. Нет, мотивация в процессе. То есть вы сделали работу, получили результат, это вас вдохновило и появилась мотивация делать новый результат. Так. Например, 100 по 100. То есть вы дошли на канале, сначала у вас не будет сразу 100, у вас сначала будет 1000. Потом будет 5000, потом будет 10 тысяч, потом будет 20 тысяч, потом будет 30 тысяч, потом будет 50, потом 80 и только потом 100. И ваша задача, то есть и моя задача вместе с вами, это дальше идти, да, уже там 120, 150, потому что потом, когда вы доходите до 200, там уже не будет 220,
как в случае 100, там уже будет 300, там уже будет 500, там уже будет 800, да, там вот, ну, это получается по гиперболе идет вся эта история. И те, кто это прошли, они это знают. То есть я это проходил по сайтам, сейчас буду проходить по каналам, потому что у меня стоит цель для вас – это чтобы вы не сбили прицел. Вот такая цель. Цель не сбить прицел на деньги, потому что многие из вас, они начинают трэшить, они начинают совершать факапы и делать ошибки и бояться этих ошибок. Друзья мои, ошибки, они будут всегда. Вот если вы делаете что-то, у вас всегда будут ошибки. Вот эти фразы «не ошибается только тот, кто ничего не делает», они правдивы, они именно про нас, потому что именно эти ошибки, они дают нам вариант осознания и осмысления этих самых ошибок. Потому что самое главное в этом случае, это быстро распознать эту ошибку, принять правильное решение и идти. Потому что многие, и я в том числе, я находил ошибку, думал, что это неважная ошибка и шел дальше, совершал еще более глобальные ошибки и на этом стопорился. Что вот если я считаю, честно считаю, что канал, YouTube канал это отражение, наше отражение. То есть канал это как это, зеркальное отражение автора, да? И вот те ошибки, которые автор совершает на своем канале, это ошибки человека. И возможно, то есть вот смотрите, то есть я четко считаю, что каждому из нас иногда надо ходить к психологу. Вот потому что тараканы есть, да, либо общаться с людьми, которые могут эти тараканы подавить. Вот знаете, там вот очень я потом попрошу монтажера, чтобы они поставили эту часть, где обезьяны там давят друг у друга, там ищут этих паразитов, да, вот в вашем мозгу, в моем мозгу надо, чтобы эти тараканы тоже кто-то подавил, да, и только в сообществе равных людей, идущих к цели, это можно обнаружить, потому что вот смотрите, как работает грамотный психолог, да, он находит первопричину. Да, то есть если вы там чего-то боитесь, соответственно, где-то вот грамотно копается у вас и находит причину. И когда устраняет первопричину, то все становится на свои места. То же самое и здесь. Моя задача не сбить прицел у вас, да, чтобы вы правильно пришли к доходу. Ну, что бы кто ни говорил, я считаю, что главное это все-таки подписчики, да, зрители, которые вовлечены, потому что если у вас на вашем канале есть огромная цифра подписчиков, то это вовсе не означает, что у вас есть огромная цифра дохода. Вот это просто такая Филькина грамота, это пузомерка, да. Я вижу сейчас каналы, где у человека, допустим, 70 тысяч подписчиков и у него 50 тысяч просмотров на ролике. Это крутая система вовлечения, это крутой контент. И я вижу каналы, у которых там 200 тысяч подписчиков и 500 просмотров. Это, ну, мертвый канал, то есть, и я думаю, что в принципе, опять же, все условно, да, потому что может быть и стреляет канал, может быть нет, но все надо вот смотреть через призму автора канала, да, где деньги, потому что основной вопрос, который вы в любом случае себе зададите, в любом там, да, где же деньги? Потому что когда у вас будет расширение вашего, допустим, канала, расширение ваших сфер влияния там, да, вы будете, доход дает вам свободу. И только потом влияние свое, которое вы можете оказывать, вы начинаете масштабировать. Здрасте, 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 здрасте. Добрый день. Так. О, Юлиана, здравствуйте. Что-то вас не было видно. Итак, здрасте, у нас Влад Титов. Здрасте, Влад Титов, здрасте всем, коллеги. Утро субботы, я рад, что вы все-таки пришли, я рад, что вы смотрите, я даже рад тому, что в Одноклассниках у нас особая тишина. Кстати, про Одноклассники, коллеги, вот я сейчас разрабатываю систему, где мы будем стримить вообще куда только можно, да, потому что я понимаю, что есть разные целевые аудитории и есть заказчики, которым есть аудитория в Одноклассниках, есть та, где в Фейсбуке, есть та, где в Ютубе, и в таком формате все это должно пробовать, все должно быть тестировать. Давайте про тесты. Что такое тесты? Кто из вас знал, что такое YouTube? С чего начинался YouTube?
Вот скажите мне, коллеги, с чего начинался YouTube? Какая была идея у создателей Ютуба? Вот есть YouTube, где мы сейчас смотрим, где мы делаем каналы. Какая была идея у тех людей, которые создавали YouTube? Ответов, я так понимаю, не дождусь. Нет, ни разу не поисковик. Поисковик это уже сейчас Google сделал из Ютуба, да, вторую поисковую систему. Но это не Google придумал YouTube. YouTube придумали ребята. Система, то есть я вам подскажу, YouTube изначально был как сервис знакомств. YouTube это сервис знакомств. То есть вся идея Ютуба была, чтобы это был сервис знакомств. И вот поймите, что вот ваши каналы, которые вы сейчас делаете, помните, мы говорили всегда, гибкое взаимодействие, ошибки, критика, да, какие-то идеи, потому что когда, если сейчас посмотреть, что такое сейчас YouTube и чем он был раньше, как он модифицировался, насколько он модифицировался, да? Вот это надо понимать. Любая, Facebook это раньше была социальная сеть, не то, что это было место встречи там студентов, да, и там все это было, там были там черлидерши, да, там фотографии. Инстаграм. С чего начинался Инстаграм? Вот просто, понимаете, вы настолько уверовали в то, что сели люди такие, а может мы придумаем Инстаграм? И такие раз. Нет. С чего начинался? Что такое Инстаграм? Инстаграм начинался с чекина. Люди куда-то приходили и чекинились. А потом они добавляли фотку в подтверждение того, что они там есть. Все. То есть Airbnb, надувные матрасы, YouTube, сервис знакомств, Instagram, чекин. Как это сейчас все модифицировалось? Это миллиардные компании, единороги там, да, со всеми там, с огромными бюджетами. Это вот настолько, потому что создатели даже не представляли о том, как это все модифицируется. И поэтому я вам говорю еще раз, когда вы создаете свой канал, очень важно, как вы в него вовлечены, потому что он и вы должны слышать и слушать критику, и анализировать и делать результат. Потому что многие, у них пелена начинает застилать все, они такие, о, у меня есть классная идея, я по этой классной идее сделаю классный канал, потому что я звезда. Я как модель могу сказать, да какая разница, что вы можете сказать? Кто вы такая, что вы дали мне полезного, какую ценность вы дали мне, чтобы я вас слушал? Это важно. То есть сколько я после ваших советов смогу заработать, или сколько я смогу после ваших советов сэкономить, или как я решу свою базовую ценность. Вы делаете канал о еде, не зная, что, даже не представляя, что это базовая ценность. Вот сейчас у нас вчера был на стриме семейная пара была, как это назывался канал, как это, голодный муж. Неправильное название сразу. Почему? Потому что здесь нет посыла в моем, то есть опять же все, что я говорю, это немного не то. Я говорю от себя. Это личное мнение, потому что вы можете холить или леять, но в моем понимании, какую проблему решает канал. Голодный муж, куда он голодный? Ну и дура, что он голодный у тебя там, да, ну и уйдет. Голодный там по сексу, ну и дура, что ты об этом всем сообщаешь, уведут. Да? Голодный что? То есть вот в чем формат? А вот чуть-чуть прицел поставить, да? Чем накормить мужа? Это уже канал сразу раз, одно, то есть причем стало 3 слова, чем накормить мужа, и мы попадаем куда? В боль. Потому что огромное количество женщин сейчас начинают рабочий день и работают с утра до ночи. Они приходят домой, и им надо что-то быстро сделать мужу, детям, семье, быстрые завтраки, быстрые обеды, быстрые ужины. Что-то хочется в субботу сегодня поспать очень сильно, да, и хочется в пятницу вечером чего-то наготовить, чтобы в субботу поесть, а не подниматься в 7 часов утра и там
Я же это помню все, и вы это помните, да, как наши там родители вставали там в 7 часов утра, чтобы сделать какие-то там, не знаю, обеды субботние, чтобы вся семья собралась за столом. Сейчас, ну вот чем, да, накормить мужа, это уже канал с посылом, что я вам подскажу, и там уже должен быть контент о том, как накормить. Рецепты, быстрые пироги, слойки, там, 5-е, 10-е, то есть, да, причем дальше уже в этот вход, чем накормить мужа, добавляем какие базовые ценности человека, где смотрит всегда, как дешево накормить, потому что, ну, большого пойти взять 10 тысяч рублей, пойти в азбуку вкуса, накупить там разных вкуснях, большого не надо. Или там многие там, да, такие, ну, как и я, капитан очевидность, типа, чтобы накормить мужа, закажите ему суши. Да, круто, наверное, но очень скоро кто-то вашему мужу предложит не суши, а котлетки с пюре. И до свидания, потому что попадет в его базовую ценность. Понимаете, очень часто и вы, и я, мы видим, как такие вполне себе адекватные мужья живут с не моделями далеко, но у них дома, и они никогда не уйдут, там у них домашний, потому что в этом формате женщина, любая женщина в русских, вот, чтобы мне там не кидали тухлыми помидорами, это хранительница очага, и у нее есть посыл накормить. Мужик должен быть сытый. Это нам с молоком матери, да, и вот ваши там мамы говорят там, да, что если не будешь его кормить, он идет и все, потому что вот так устроена мужская природа. Да? И поэтому, то есть вы должны, а какая дальше еще базовая ценность там, да? У нас получается любовь к еде, к женщине, да? Страсть к еде, к женщине, экономия на канале, правильно? Опять же, какой-то, не знаю, там, удовольствие там, да, жажда там, не знаю, там, то есть вот, опять же, и на этом еще можно заработать, потому что кулинария это, вот, мы не зря говорим о том, что кулинария это главное правильно сделать прицел, понятно. Первый шаг, если получил страйк на свой канал. Что, давайте так, сейчас я воды попью, здрасте, здрасте, здрасте. Нужна ли лицензия для образовательной деятельности на канале? Я уже отвечал на этот вопрос, пересмотрите там. Ну, если вкратце, то я думаю, что в зависимости от вашей образовательной деятельности. Обычно нет. Ну, сейчас это очень, ну, чему вы будете учить. Потому что, как я считаю, когда, ну, те, кто учит, как гадать там по гороскопам, их надо садить в тюрьму, это мошенники. Да? А тех, кто учит, допустим, математике, вот я вчера смотрел урок нашей ученицы, которая учит детей математике, ей не надо никакая лицензия, вообще не надо лицензии никакая, да, потому что она делится своим экспертным мнением, своим навыком, у нее навыковая модель, она просто говорит, но я ее потом поправлю чуть-чуть, да, то есть я должен прицел сделать так, чтобы она шла с нуля, она уже идет с середины. И вот чтобы сделать популярный канал, надо идти с самого нуля. Какие вопросы с самого нуля? Очень простые. Как делить столбик? Как умножить там быстро в голове? Да? Как быстро выучить таблицу умножения? Вот это вот сначала базис, сначала вы фундамент, и потом плавно, плавно, плавно. Мы это делаем в школе, ту же самую модель, 1 к 1. Да? Вы, вот у нас сейчас в шапке написано 1500 бесплатных уроков. Там есть совсем примитивные уроки, очень примитивная, да? Начиная от того, как правильно зайти в новую творческую студию. Ну, но это популярные уроки. И до тяжелых уроков, которые вам лень смотреть, да? Как анализировать в этой творческой студии свои обложки и CTR обложек, да? Но я пытаюсь вам объяснить, что CTR обложек это вот показала вам 1000 раз одну обложку, да? И сколько раз вы на нее, то есть вот 1000 человек увидела мою обложку, сколько человек пришло по этой обложке. Потом я ее поменял и опять сколько перешло. И в зависимости от того, какая обложка, сколько, насколько она понятна для зрителей, это есть CTR, количество просмотров на количество кликов. И я пытаюсь это объяснить простым языком. Мне для этого лицензия не нужна, я думаю.
да, потому что в принципе, давайте логически, да, а кто мне будет давать лицензию? Вот я недавно смотрел про шарлатанов этих экстрасенсов, да, и там было чувак, который сделал себе бизнес, да, он там с умным видом сидел какие-то там, не знаю, там, додавал лицензии экстрасенсам. Как он их проверял? Вижу, что ты экстрасенс, да? Ну, это почему? Потому что народ у нас неграмотный в большинстве своем, там, да, и он, то есть вот он ведется на эту всю штуку, да, именно поэтому они берут там быстрые кредиты в этих вот шарлатанских конторах, да, то есть в этом формате вот здесь или там особой лицензии не надо, да, потому что это кто вас будет проверять, кто будет лицензировать. А вот если вы уже какие-то, не знаю, там, может быть, ваша позиция на что-то другое, то, может быть, я не знаю, то есть, смотрите, то есть вы можете обратиться в, ну, опять же, куда, где узнать. Если, может быть, в России нужна, а в Украине не нужна, или наоборот, там, в Украине нужна, а в Беларуси не нужна. Ну, это ж все нет Ютуба. Ютуб, по большому счету, главное, чтобы вы в Ютубе не нарушали принципы сообщества. Ну, как это работает, да, если вы будете учиться, как правильно раздеваться там, да, и там танцевать стриптиз, то можете получить себе а-та-та. Банально, потому что YouTube не хочет, чтобы вы показывали какую-то обнаженку, либо какой-то контент, который подразумевает дальше там сексуальное там действие, да, или какую-то эротику в этом формате, да. Вот опять же, вы можете получить страйк сразу за то, как правильно целоваться с языком. А можете и не получить, я же не знаю, я не YouTube. Поэтому спросите у YouTube, наверное, будет так. Итак, первый шаг, если получил страйк на свой канал, что делать? Что я рекомендую? Первое – это сесть и спокойно выдохнуть, ну, расслабиться. Ну, страйки приходят, это нормально. Потом нарисовать для себя систему, за что вы получили, виноваты вы или не виноваты. Максимально, то есть второй шаг, да, понять для себя, кто написал страйк и почему он пришел. Там у вас YouTube вам напишет, что в связи с тем, что там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И дальше будет написано, что если вы не согласны, то заполните эту форму. И вы начинаете писать апелляцию на этот страйк. То есть вы просто берете и заполняете форму, где указываете, да. Я еще рекомендовал бы, допустим, писать на русском и через снизу английской версии. Да, почему вы считаете, что этот страйк не заслужен. Но если вы получили заслуженный страйк, то вот честно говорю, пытаться доказать Ютубу, что, ну, к примеру, вы у кого-то стянули контент, и этот контент себе разместили, то к вам прилетел страйк, это нормально. Ну, вы виноваты, вы получили. 3 страйка, ваш канал заблокируют. Ну, это да. Но если вы, к примеру, пришли и сказали, Некрашевич выступает на бесплатной школе видеоблогеров, и он говорит там ерунду, я с ним не согласен. А я вам раз страйк послал, да. А вы можете спокойненько обсудить, да, и написать, что я в целях там образовательного контента был не согласен с тем, что Некрашевич говорит на школе видеоблогеров, и написал, поэтому считаю его страйк на мои ролик о том, где я его там, не знаю, поливаю грязью, необоснованным. И тут уже YouTube сам решает, да, потому что одно дело, когда вы сказали, что я считаю, что Некрашевич там говорит неправильно, это одна тематика, понимаете? А когда вы говорите, что там Некрашевич там толстый, жирный очкарик, который вещает какую-то ерунду, то есть проходитесь по моей личности, да, по моей внешности, по моим национальным признакам, да, там, ну, я там, может, еврей, может, белорус, может, там, да, в каком-то формате, там, да, ну, афроамериканец, там, не знаю, потому что у меня нос картошкой, да? В этом, может, я там белюсь себе сделал там, да. То есть, когда вы проходите по моей уже это, то уже, в принципе, вам могут прислать. Знаете, вот этот вот момент, потому что у многих, почему многие хейтеры, они выходят, то есть ваши друзья, ваши конкуренты, они же приходят к вам не под своими каналами, а под личинами других, да, потому что боятся, что можно прилететь. Вот так это все работает. Понимаете, то есть первое, итак, что делать? Первое, берем, выдыхаем. Второе, принимаем решение, правомерно или нет.
Почему я говорю первое выдыхаем? Потому что когда вы на эмоциях напишите это все, да, то будет плохо. Потом выдыхаем, пытаемся связаться с автором, чтобы он отозвал этот страйк. Ну, если мы считаем, что он если он правомерен, то лучше всего написать и без наезда. Не надо никогда наезжать. Вот многие там типа, ты чё там, я тебе там пранков с ФСБ там навысылаю, там ты там сдохни, креветка. Нет, спокойненько сели, выдохнули, да, там помедитировали там, да, вот. И послали извинительное письмо. Здравствуйте, уважаемый там автор канала. Прошу прощения, я не знал, что задел вашу там честь и достоинство. Подскажите, пожалуйста, мне, что мне делать? Первое, я могу под роликом написать о том, что этот эпизод взят у вас. Второе, я могу этот ролик сейчас удалить с канала, там вырежу ваш эпизод и поставлю. Третье, я могу как-то компенсировать ваши там моральные издержки, и хотите, я сделаю обзор о вашем канале, там пам-пам-пам. То есть договориться. Люди очень часто не умеют договариваться, банально. Они пытаются вот эту корону одевают себе на голову. Я царь всея там, не знаю, там интернета, да, и мне там сказали там порвем. Нет. Это всегда, ну, если человек адекватный, то он нормально к этому поступит. Неадекватный, ну, у меня тоже были страйки, нормально. И были страйки от неадекватных людей, ну, тоже нормально. Потому что когда я потом, я могу укусить, но я не кусаю. Ну, у меня нет времени на это. Понимаете? Ну, не тратьте время. Но если вы уже начудили, то, в принципе, через 3 месяца он снимется. Это страйк в этом формате с вашего канала. Но я бы до такого не доводил. Во, голодный муж пришел, спасибо за ваш труд. Ну вот я вот то, что говорил там, да. Более того, наверное, мы в школе сделаем пару роликов, потом, ну, понимаете, то есть по большому счету мы будем делать ролики о том, что делать в случае со страйком, показывать, как писать это все дело. Но, друзья мои, сейчас тут я вам показывал, у нас на канале Школа видеоблогеров есть урок, который называется «Авторское право в новой творческой студии». И об этом, если вы посмотрите наши уроки за ноябрь, даже сентябрь прошлого года, я там уже, потому что я эту фичу уже видел на американских каналах, внутри американских каналов, да, у тестеров. И сейчас это уже уже пришло в русскоязычный YouTube. И там все просто, там, вот посмотрите ролик, там, по-моему, 5-й урок об авторском праве. И там все просто, элементарно, то есть, грубо говоря, вы как автор будете видеть, кто, где, когда и сколько использовал ваш контент. И это вот сейчас полностью убивает серый контент, потому что это… То есть уже не надо будет специально руками его искать, а искусственный интеллект Ютуба его найдет вместо вас и покажет вам. И уже у вас, как у автора канала, будет там 3 вещи. Первое – это проигнорировать, даже 4. Забыть и простить, ну, берут и нормально там, да. Вот у меня есть канал, мы там смотрели, там 200 роликов взяли, у нас там разместили, ну и ладно. Ну, ругаться себе дороже по времени, да. Второй случай, да, можете связаться с автором, сообщить Ютубу, чтобы он заблокировал контент либо там в этом формате, да. Ну, ребята, вот честно говорю, да, авторское право это уже настоящее. Просто у нас это все выглядит дико, потому что многие, вот я знаю, лично знаю несколько людей, которые с пеной у рта доказывают, что там вот их там фотографию украли там, да, разместили там без их ведома там, да, я прихожу к ним и вижу у них там фотошоп крякнутый, да, ну, к сожалению, это так, да, у них там, потому что это все, я понимаю почему, потому что там многие лицензии на программы стоят денег нормально, да, вот и только потом ты со временем вырастаешь и понимаешь, что лучше купить чего-то и вообще забыть про все. Про обновление там, да, тот же самый Windows уже сейчас приходит Windows,
лицензионные, у всех уже, у многих лицензия стоит, потому что, а почему? Что вы уже умудохались, да, если вот, но опять же по-прежнему, вот я сейчас смотрю, у меня есть подписка на Иви, ну там сериалы, фильмы, да, я смотрю, что там есть фильмы по подписке, а допустим там «Богемская рапсодия», она там 549 рублей. Но я понимаю, что для Москвы это нормальная цена, а для, допустим, маленького села где-нибудь там в Тульской губернии там, да, либо там в деревне там Глушковичи Лельчинского района, это запредельная цена там, и поэтому, то есть я понимаю, почему люди стараются, то есть и им тоже хочется посмотреть, но я ни в коем случае не оправдываю скачивание, да, вот, и поэтому сейчас с введением этого инструмента всем тем, кто думает использовать или использовал, да, какой-то серый контент, приходит кирдык, как говорил один из знаменитых персонажей. Вот такой вот посыл. Поэтому так, дальше поехали. Про лицензию сказал, смотрю в записи всегда, я знаю, да, спасибо за ваш труд. Так, так, сейчас секунду. Ага. Так, здрасте. Ой. Вот. Итак. Ага, здрасте. Почему вы не берете каналы под ключ? Итак, хороший вопрос. Смотрите, мы вчера говорили о том, сейчас я воды попью. Что мы, итак, почему мы не берем каналы под ключ и не развиваем? Ну, смотрите, первое, да, это самое главное, что зачем нам брать, вот я не понимаю логически, зачем нам брать кому-то развивать канал за недорого, да, если мы можем это сделать для себя. Вот это вот базис. Когда к вам приходит и говорит, я вам сделаю популярный канал за 50 тысяч рублей там в месяц, то а почему он не сделал для себя этот самый популярный канал за 50 тысяч рублей в месяц? Ну да, вот где тут подвох, надо понимать. Это первое. Второе, банально нет времени и людей. А третье, я четко понимаю, что когда вот у меня был опыт, да, у меня был человек, которому пришел ко мне с очень интересной идеей, очень креативная идея по каналу, и я решил вписаться. Как это вписаться? То есть, да, я решил вписаться за процент, за будущий процент от этого канала. То есть мы его начали бы развивать, человек идейный, он горит, он хочет, я говорю, слушай, давай я тебе буду помогать, а потом доход от канала мы поделим, ну там, в пропорциях, да. Все, ударили по рукам, но знаете потом, что стало с этим человеком? Он стал идейным импотентом. Почему? Потому что он приходил ко мне и говорил, так, это я сделал, это сделал, что делать дальше? То есть он из компаньона, он превратился в сотрудника. Вот разницу поймите, да, когда вы, то есть вы раньше горели, вы хотели делать этот канал, вы хотели делать эту идею, да, у вас, вы фонтанировали идеями, у вас эти идеи там, они были, вы вставали в это, то потом вы просто превращаетесь в идейного импотента. Слово-то какое крутое, да, идейный импотент, ну, тоже хорошо. Вот. Почему? Потому что у вас уже нет идеи, потому что у вас есть Некрашевич, который говорит вам, что делать, и раз он говорит, значит, он правильно говорит. И я уже, как я понял это, да, я начал говорить человеку неправильные вещи, он говорил, есть, и дело выполнял. И я понимаю, что все, я пришел и говорю, и тут вот важно осознание своих ошибок на этом этапе и принятие их, то, что это было ошибкой. Я пришел, сказал, знаешь что, я прекращаю наше сотрудничество, потому что так, извини, это правда. То есть это моя одна из, с одной стороны, хороших черт и другая плохая, потому что я людям в таком случае говорю правду, я не хочу их заводить в этот тупиковый путь, но при этом я ему подсказываю сейчас и вижу, что он остановился, да, то есть он реально стал вот все, он стал
а что мне делать? То есть, понимаете, трансформация прошла очень большая. Ко мне пришел горящие глаза, руки, я готов там не спать, я готов там то, а потом начинаются какие-то отмазки. Зачем мне кого-то тянуть, если я буду тянуть своих людей? Понимаете? Зачем мне в кого-то инвестировать свое время, свои знания, если я буду инвестировать их в себя и в свою команду? Ну и в данном случае в людей, которые будут идти к результату. Это опять же, я не скрываю, что это для меня и для команды, потому что здесь, на этом формате, мы делаем себе некий кейс. Там, да, почему? Потому что мы правим на цель, чтобы это было правильно. И поэтому брать, опять же, все на опыте. Я пытался, да, я думал, но люди очень часто, либо второй вариант, они почему-то считают, что он же мне дал идею, и значит его уже доля в нашем проекте уже mission complete. Уже все, он сделал. Все остальное за мной. Ну, что ж ты хотел, я же уже там дал, поэтому, да, и вот он считает своим долгом приходить там, допустим, ко мне раз там в месяц и узнавать, как там наши дела. Мои дела нормально, наши никак. Вот, да, и это как бы людей вымораживает очень часто. Поэтому я ну, у меня есть чем заниматься, коллеги. Вот смотрите, ко мне приходят друзья, ну, в кавычках, да, старые коллеги, которым я раньше говорил, что давайте делать видео, давайте делать YouTube, давайте продавать при помощи видео. И эти люди крутили у виска, говорили, да нахрена, ты что, а это тяжело. Потому что прикиньте, у вас есть пул клиентов, которым вы продвигаете сайты, и они вам платят деньги ежемесячно, да? Но когда начался, а опять же, я читаю, слушаю грамотных людей, понимаю, что эти люди, они не будут платить без каких-то четких цифр. Вот здесь есть четкая цифра. 100 каналов от 100 тысяч рублей дохода. Ну, это не прямого, не чистого дохода, а просто вала, хотя бы выйти на вал какой-то, чтобы вам кто-то заплатил 100 тысяч рублей. За рекламу, за интеграцию, за то, за продажи ваших каких-то услуг там, да, чтобы вы с этого канала получили какой-то доход, да, валовый. Понятно, что сначала будет расход больше, чем доход. Понятно, что какое-то временное вы будете делать, потому что вы не сможете многим людям что-то делегировать. Понимаете? Но дальше со временем уже у вас будет при получении дохода будет свобода и можно будет делать масштабирование. Моя задача, да, донести вам мысль, что чем большему количеству мы сможем помочь, тем более сложную задачу мы сможем решить. Вот в формате ваших каналов, чтобы вы для себя четко понимали и осознавали, что ваш канал, ваша идея, ваш контент должна решать какую-то проблему. Вот это базис, да, и если наши там друзья, и почему на канале там Бутик Идей говорят, что SEO умерло. Вот сейчас многие SEOшники, они открывают там кафешки, а они не приспособлены к жизни вообще. Потому что это тяжело. Вот я трансформировался 3 года, то есть бросить SEO, бросить там вот это, потому что это у меня пришло как танцы с бубнами. Мы выходим и говорим, поднимутся позиции или не поднимутся. Да, берем там, это, знаете, шаман, там бубен этот там, да, ходим там на улице такие, звезды сказали мне, поднимутся, да, а клиент говорит, а если не поднимутся, то что? И мы такие, ну нам же нужен бюджет, чтобы проверить. И вот, соответственно, и вот сейчас эти самые люди раздували себе штат, делали себе офисы, брали кредиты, брали там то, брали это, то есть они брали все. А теперь получается, что клиенты идут банально в контекстную рекламу. Потому что, ну, или более умные клиенты, они ищут новые пути, новые рынки привлечения клиентов. Потому что, ну, сейчас все меньше и меньше людей. Помните, раньше был Live Journal, да, там Ли.ру, там, да, вот эта вся эта история была, это было популярные штуки, там популярное все это дело, там, да, но теперь это все, мир меняется. И видео сейчас это круто. И теперь эти люди приходят ко мне и говорят, а давай меняться компетенциями, мы тебе подскажем там по школе. Друзья мои, делайте школу, то есть я школу делаю там, грубо говоря, без малого 3 года, но 2 года из них я занимаюсь видео и только год занимаюсь школой. Понимаете? Это тяжело, потому что ты когда, то есть вот это реально тяжело.
И это не так просто, потому что это, то есть, но каждый день уроки, мы же тоже учимся. Вот это не потому, что я такой умный, а я просто беру, закрепляю материал вместе с вами. Вот я вместе с вами учусь, что делать, что не делать там, да, что я могу дать людям, да, какой-то, то есть я понимаю, что функционал это не главное для меня. То есть функционал там, допустим, дорожная карта, курсы, рекомендации там, да, это важно. Вот я, допустим, сейчас там, как это, голодному мужу дал идею, как правильно канал назвать. Это называется функционал, рекомендации, да. Но важно эмоционал, поддержка, потому что у голодного мужа, у канала, да, неважно, там, не знаю, там, жизнь в деревне, там, что похавать, у них всегда получается, так всегда бывает, руки опускаются, думаешь, ёпаля-ля, сколько можно, я не могу там, да, и только ты голову поднимаешь, тебе бах, аренда пришла, ты рассчитался с арендой, бах, интернет пришел, ты рассчитался с интернетом, бах, налоги пришли, ты рассчитался с налогами, потом бах, там за квартиру платить там, да, там бах, там то, бах, там это, бах, таблетки там 10 тысяч рублей надо купить, там бах это, и ты думаешь, да, сколько можно, да, и руки опускаются, и вот здесь, да, поддержка сообщества важна, потому что потом приходят ко мне мои сотрудники, мои дамы, Некрашевич, мы прорвемся, что ты очкуешь, ну, всем бывает плохо, да, и вы понимаете, что если вы со своей кислой миной приедете на офис и скажете, бля, ребят, я не знаю, что делать, пардон за мой мат, да, то люди, они в принципе от вас разбегутся, потому что если вы как лидер не знаете, куда вы идете, то вы точно никуда не придете. Понимаете? Ну, это логично. И вот вся эта история про какие-то про наши как бы вот почему мы не берем кого-то под ключ, почему мы не делаем каналы под ключ, потому что мне не в команде не нужны импотенты идейные. Да, сотрудников тьма. Зачем? Я возьму, я очень крутой там фрилансер, да, там с большим опытом. Я очень крутой и заказчик на фрилансе. Я знаю, как это все нанимать. У меня есть бизнес. Смотрите наш стрим про как искать фрилансера. Я с таким багажом нахожу фрилансера, ставлю его на задачу, он выполняет задачу, да, и я от него избавляюсь. И ему выгодно, и мне. Это как Uber. Один к одному. У меня нет машины. Знаете почему? Потому что я не хочу париться о том, где ее ставить, где ее заправлять, как проходить техосмотр, где брать резину, как там ее разогревать, да, потому что я когда куда-то еду, я пишу вот такие вот себе пометки на заднем сиденье. Я работаю в машине, когда куда-то еду, да, и я не слежу за дорогой, потому что мне это не надо, потому что есть люди, которые водители, и они хорошо водят машину, да, а я очень часто, я креативный чувак, и я могу улететь в небеса. Поэтому вот так вот, да, ну, нормально. Причем здесь и уже мозг мой подталкивает мне другие идеи, что это мотивирует, да, что я вот бывает раз захожу, и я вижу общество, да, для меня нормально спуститься в метро проехать, для меня нормально в троллейбусе проехать, ну, потому что я хочу для людей, да, и я не зазнаюсь ни разу, да, и вот это, а люди, у которых есть некая гениальная идея, они начинают зазнаваться и звездеть, и очень часто они потом там, где они сейчас, да, ну, то есть вот, опять же, когда есть примеры, когда люди приходят, ищут каких-то там, не знаю, инвесторов, находят своих родственников, каких-то там людей, и они куда бегут? Они не бегут тестировать идею, да, помните, или надо проверка гениальных идей. Они бегут покупать макбуки себе, кофе там, да, там, не знаю, там, офис там за какие-то бешеные баблосы там, да, потому что мы же можем креативить только в комфортном, то есть они, им подменили понятие, потому что создание комфортного пространства для роста, это можно сделать даже визуально, потому что поддержка сообщества, это вот есть комфортное пространство, да, а люди думают, потому что у них в мозге оффлайн, материальное, комфортное пространство, удобное кресло, и бабах там кресло за 1500 евро, там бабах стол, макбук, ну как же без макбука, это вообще куда без макбука мне, айфон, ну, я как лох буду ходить с семеркой, уже давно десятка, уже X, и они покупают эти там за $2000 иксы.
там за 1,5, да? Но гениальная идея Стива Джобса в чем? Многие же не понимают, в чем гениальная идея Стива. Вот многие, которые там молятся на икону Стива Джобса, они даже не понимают, в чем гениальность айфонов. Я вам расскажу, вот просто банально, чтобы вам было просто и понятно простым языком, да? Причем тут Apple, причем тут айфоны? Почему я Apple называю Apple? Потому что мне так удобно, я не нравится, не слушайте. Да? Просто банально. Это все интересно в каком формате. Вот вы поймите и вы услышьте, да? Доля телефонов Apple, ну, айфонов на рынке всего мира, ну, земной шар, вон глобус стоит, видите? То есть вот доля, я визуализатор, да, и поэтому я все время, доля айфонов 15-20%. 15-20%. То есть все остальное занимает там Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia, там, ну, все остальное. 15%, да, но маржинальность этих телефонов, то есть компания Apple поднимает с них, ну, 70%, ну, там, 60-70%. Это самая дорогая компания. Почему? Потому что у нее самый большой доход с этих телефонов. Ну, к примеру, да, чтобы вам было совсем понятно. Вот Samsung, у него себестоимость, допустим, да, $100, а его продают за $200, ну, условно, да. Почему? Потому что компания Samsung поднимает с этого телефона, к примеру, там $50, ну, там чуть-чуть, да. А себестоимость айфона, допустим, тоже $100. Но продают его за $300, за 400, да, и поднимают с него очень много, потому что есть некий культ этих вот айфонов там, да, вся эта история. И именно поэтому капитализация этой компании очень большая. И поэтому многие считают, что есть там половину рынка занимает iPhone. Нет, это тоже подмена. По прибыли он занимает половину. То есть все деньги, которые, то есть вот в мире, допустим, потратили миллиард денег на телефоны, миллиард, да, в месяц, и $500 миллиарда отдали айфону. Вот как это работает. Но всего 15%. Понимаете? Вот это, и это модель гениальности, да, вот это он сделал культ, потому что если бы не было Стива Джобса, у нас все равно были бы, у нас и без Стива Джобса были бы, они бы не были такие лаконичные, они бы не были такие, ну, пока бы не были, они все равно появились, да, но вот просто поймите, как это работает. И вам, и ваши каналы, вот посыл какой, миллиарды, да, вот когда мой канал никто не смотрит, конечно не смотрит. Потому что вы посылаете посыл в мир, что миллиарды людей, вы делаете интересный контент и по-любому вы найдете свою аудиторию. Понятно? Попью воды. И продолжим. О, как приготовить? Привет, как приготовить? Как дела? Пора уже выходить в свет и снимать ролики, не только видеоотзывы, а уже на этом. Добрый день. Можно ли создать новый канал и залить свои ролики, которые были на старом канале? Как YouTube к этому относится? Или лучше начать с нуля? Нынешний канал не растет. Накруткой я не занималась. Ну, смотрите, если не надо делать кардинально ничего. Вот если вы не занимались накруткой и нынешний канал не растет, надо понимать, почему не растет. Надо его препарировать, да? Вот если у вас это из-за того, что вы ваши ролики перельете на другой канал, они сразу могут не стрельнуть. Вот лучше просто переоптимизировать каждый ролик, просто, да, сделать переоптимизацию, да, понять, почему он не растет и начать хотя бы привлекать роботов Ютуба на свой канал. Немножко полить реклама, немножко там того, немножко того. То есть вот это так, это не выход. Вот это даже выход без гарантий. Да, вот потому что из-за того, что вы взяли ролик, перелили на новый канал, то от этого он не стал лучше. Ни канал, ни ролик. Надо понимать, в чем проблема. Да, то есть по большому счету, помните, как в Докторе Хаусе, ну, есть, он диагност, да? Надо сначала диагностировать, в чем трабл.
почему этот трабл, что необходимо сделать, и дальше потом принимать решение. Потому что вы сейчас очень похожи на хирурга, которому пришли с головной болью. Помните, я вчера говорил о том, что типа, ну, когда приходит человек, у него головная боль, и вы приходите к хирургу. Говорит, ну я могу голову вам отрезать, ну а что еще? Ну и все, а уши там могу ну, в таком формате, да, то есть давайте вот сначала распишите, почему он не заходит, да, какие ваши, и почему каналы конкурентов, сделайте свод-анализ, да, проведите, это большая работа, потому что опять же, может быть сотни факторов, почему не заходит ролик, да, потому что, ну, опять же, надо найти целевую аудиторию, куда он заходит, да, где, почему, что они смотрят, и просто в принципе есть такая стратегия, она называется, ну, у меня она называется, да, это там номер 2. Так, секунду. У меня уже. Мне пишет, что диск уже заполнен практически. Сейчас я почищу. Я вчера не приготовился. Так, секунду. Вот. И поэтому, то есть с большего, если разобраться, вот, ну, вот, надо понимать, почему он не идет. Дальше. Добрый день, вы обещали стрим по новостным каналам, новости, политика, аналитика. Друзья мои, да, обещал, да, этот стрим будет, да, потому что как бы тематика, но опять же я повторюсь, что мы всегда делаем, у нас есть приоритеты. Мы по каждому, у нас есть, по большому счету, я вам покажу и расскажу. Вот. Сейчас, секунду. Угу. Вот. Итак, смотрите. У нас есть ниши для каналов. Мы по всем нишам будем работать на бесплатной школе видеоблогеров всегда, и это будет бесплатно. Но есть ниши, которые я буду вести в клубе, да, к этому, то есть здесь, видите, кулинария, спорт для детей там, да, и здесь вот есть политика там, культура, топы, обзоры, питомцы, обучение, да, все что угодно есть, но в клубе, который у нас есть 100 по 100 в этом клубе, да, я многие ниши не буду трогать вообще. Ну, почему, да, потом, и даже туда мы, я думаю, что не будем приглашать людей, которые хотят, допустим, сделать канал, ну, как я уже говорил, там, да, про гороскопы, про какие-то любовные отношения, про психологию, про игры. Вот извините, игроманы, потому что банально, я не выйду на результат. А если я не выйду, то зачем мне вводить вас в заблуждение? Конечно, я могу там вас там позвать, пригласить, там, да, взять с вас там $33 за вход в этот клуб, там, да, в этом формате, там, да, но это не даст вам, моя все-таки цель, моя миссия, чтобы вы были довольны, чтобы вам нравилось, чтобы вы получали, потому что я четко для себя понимаю, что вы будете довольны только в том случае, если я буду давать вам осязаемый результат на большее. И вот опять же четкое представление о себе к тому, что вы ну вот такая минимальная цена на вход в наш клуб, там в $33, да, там доллары в день,
Да? Это потому, что мы не можем вам что-то большое продавать и рассказывать о каких-то наших своих компетенциях, пока вы не убедились в том, что мы компетентны в чем-то. Понимаете? И вот там по большому счету, опять же, не будет, вот банально там, да, никто не проверяет, это не курс, нет куратора, нет автооплаты, да, нет волшебников, нет гарантий, не все темы, видите? Почему? Потому что, ну, я не знаю, как монетизировать канала политики. Нет, я представляю, но я не готов к такому кейсу, потому что мне гораздо интереснее сделать кейс о стоматологии. Мне гораздо интереснее сделать кейс, допустим, о каком-то нишевом канале. Мне гораздо интереснее сделать кейс о бренде, ну там о человеке, что вот он был, у него стал канал, и он стал более узнаваем, более стал зарабатывать. Вот надо вот так вот делать, да. И в принципе я ищу самородков, и моя цель в этой группе – это не сбить ваш прицел, да, вот на монетизацию, потому что вы начинаете, как и я. Вот у меня не хватало такого человека, как вот когда я рос, мне его не хватало, который бы мне, вот я начинаю распыляться, да, ой, это хочу, это хочу, это хочу, а надо, чтобы вот я, как это, лечу, да, я в облаках, я там парю, я там пытаюсь там пам-пам-пам, да, а мне надо цель на деньги, что мы будем завтра есть, да, где мы завтра возьмем деньги, чтобы заплатить аренду, вот этот момент, да, потому что у меня цель-то глобальная. Вы вчера видели стрим о том, какая у меня цель большая, то есть я хочу стать номером один по Ютубу, по монетизации и продвижению Ютуба. Понимаете, это вот важно. Потому что если говорить о том, как привлечь подписчиков, это все, но это должна быть практика. Потому что первое слово, когда говорит грамотный заказчик, чем докажешь. Вот чем докажешь, что ты эксперт. И я говорю, о, у меня есть там мой канал. Это хорошо, но я же не знаю предысторию твоего канала. Может, там у тебя папа миллионер. Я говорю, хорошо, у меня есть школа. Это школа. Школа – это бесплатная школа. Там тебе люди за обложки там что угодно скажут. А тут уже получается, а вот есть там, допустим, 100 каналов, которые вышли при моей поддержке, при поддержке сообщества, вышли на от 100 тысяч рублей доход. Это уже ближе, но не так интересно, потому что я точно знаю, что из этих 100 каналов я 5, ну там 10, да, ну будем пессимистичный прогноз, 5, да, выведу на от миллиона. Вот это моя продюсерская работа. Но если я вам сейчас приду и скажу, что типа моя работа стоит 200 тысяч рублей в месяц, чтобы вести ваш канал, что вы мне скажете? Скажете, о, не, у меня таких, это что, я тебе за, этот, как его, за полгода миллион, там как это, лям, ну да, и это дорого, да. А если бы я вам сказал, давайте сейчас миллион, и мы выйдем через полгода на миллион в месяц, что бы вы сказали? Конечно, да. Но вы и я не знаем, и поэтому начинаем с малого. Стратегия маленьких шагов. Понятно? Дальше поехали. Так. А как попасть в этот клуб 100 каналов? Ну, смотрите, сколько это стоит, да, опять, вот смотрите, самый интересный вопрос. Попасть в клуб, это просто клуб по подписке. То есть вы просто ежемесячно, и мы против платежей, вот я честно говорю, как бы это странно ни звучало, мы против платежей там за год, там, со скидками, за полгода, там, да, максимум на 3 месяца, чтобы вам было удобно, да. Почему удобно? Потому что 100 долларов за 3 месяца. Но 33 доллара это просто абонентская плата за ваше участие в клубе, не знаю, как угодно, там, масонская ложа, там, секта, там, вот вообще что угодно. То есть вы просто за нахождение в этом клубе 33 доллара в месяц. Прошел месяц, заплатили, остались, не заплатили, на выход. Ну, все автоматом практически, да, в этом формате. Почему? Потому что таким простым способом я отсеиваю людей, которые, в принципе, ну, прикиньте, если бы он был сейчас бесплатно, давайте честно, да, там было бы столько всего, и там было бы столько разных вопросов, там было столько разных там хейта разного, там, да, непонятного, да, и я сразу говорю, что в этом клубе вам никто не будет проверять, никто не будет там какие-то курсы вам впаривать, да, там не будет куратора, там не будет ничего, но там мы дадим системный подход, научим, да, дадим
дорожную карту не для вашего канала именно, а именно для вашей ниши. Ну, например, там, да, у вас канал кулинарный, я скажу, вот такой дорожная карта, как по чек-листу должна быть. Пам-пам-пам-пам-пам. Не сделали, это же вы не сделали. Я-то для своего сделал канала, а вы не сделали. И дальше уже вот этот момент, он важный, да, что поддержка сообщества и реальные живые примеры. Когда вы будете видеть, что другие пришли, а хуже всего, что эти же стримы в записи, они остаются. Понимаете? И меня часто знакомые называют, пусть Негрошевич повангует. Я не вангую. Я лет 5 назад делал ролик, найдите его, ну, 4, да, где говорил о том, что Яндекс и Google будут делать видеообъявления. Все говорят, ты чё? Какие видеообъявления? Вон, да, посмотрите, да, и не потому, что я читаю чуть-чуть, вот почитайте англоязычные ресурсы, да, TechCrunch, там, ну, там это все уже есть, там уже все придумано, вот банально, там уже все придумано, и вот это не будущее, это уже настоящее, поэтому вот такой вот. И у нас тот контент, который вы тут получаете, то есть вот опять же, да, он в разы больше. Например, там, да, моя консультация стоит 6-10 тысяч рублей, а там вы получаете лично для своего канала консультации мои. Да, моя, вот аудиты, то, что мы делаем сейчас за отзыв, да, в клубе, вы видите какой-то уровень. Просто возьмите аудит наш и сравните с аудитом любого другого. Я вот честно говорю, что мы эксперты. Мы разлаживаем, препарируем ваш канал и говорим, что делать. Да? Когда большинство начинает, знаете, так, берем, делаем аудит вашего канала. Так, обложки, ерунда, это нет призыва, название там, это так, вот я бы сделал более его кликабельным, теги неправильные, там подписчиков надо нанимать, там это все. Ну, да, меня тоже зовут капитан очевидность. Это понятно, а делать-то что? Поэтому здесь экспертность, то есть вот здесь вот я говорю там, да, экспертиза моей команды тоже важна. Потому что это клуб не по интересам, да, вот, чтобы вы понимали, это клуб людей, которые объединены единой целью. А я с командой создаю комфортное пространство. Когда у вас есть понимание того, что вы заплатили $33 и вы согласились с правилами клуба о том, что нельзя оскорблять, и вот и там нельзя там, не знаю, там какую, то есть там правила есть, да? И когда вы нарушили, вас просто оттуда выгнали, заблокировали и все. У нас же так, как мы добились вот такого четкого, и вот на примере школы видеоблогеров, посмотрите, какие у нас в школе правила по стримам. Они вверху висят. И посмотрите, много ли здесь там хейта, много ли здесь там спама, много ли здесь там типа, о, привет, малыш, там туда-сюда. Нет. Потому что почему нет? Потому что сейчас модератор, да, каждый минуту блокирует тех людей, которые приходят что-то там сделать свой там высер в воздух, да? Потому что мы делаем что? Комфортное пространство вам, чтобы вы, те, кто вопросы задают, получали на них ответы. Без каких-то там, не знаю, ругань. Понятно, да? Дальше поехали. Арут Давидов. Мне 29 лет. 3000 там с чем-то подписчиков. После больницы пропал голос. Короче, крутых идей и ведения ничего нет. Нужна камера GoPro Hero, Mavic для хороших кадров. Очень хочу начать, но капитала нет и спонсоров нет. Мое увлечение спорт, есть машины и Волга, антиквариат. Я частный диджей, пока. Ну, смотрите, я не знаю, то есть я вот когда ко мне приходит типа, я не знаю, с чего начать, у меня голоса нет, машины нет, там того нет, я ничего, я же не волшебник, коллеги. То есть, видите, написано, нет волшебников. Я не знаю, то есть вот, если бы вы как вот думаете, что вы такие раз там пришли, я там, знаешь, там, ты делай это, а ты делай, не знаю, то есть делайте, то есть вот просто живите в формате, берете, вот что делать сейчас, да? 1500 бесплатных уроков. Я вам гарантирую, что после просмотра этих уроков у вас уже будет понимание, что делать, когда и в какой последовательности, да? Но вы хотите, чтобы я вам курс школы видеоблогеров 1500 уроков в 200 стримов пересказал за что? За 20 секунд?
Наверное, нет. Смотрите уроки школы, и все будет нормально. Правильно? Ну, давайте чтобы было совсем понятно, да, как быстро проверить вот любую идею. Вот помните, мы вчера говорили про 3 блока, да, это первый блок, да, что надо найти, раскрыть, применить, монетизировать, масштабировать. Второй, да, почему никто до этого не сделал эту идею, да, потому что это уже кто-то до этого делал и понял, что это никому не надо, это не монетизируется, либо раньше это сделать было невозможно в силу каких-то причин, в силу там, не знаю, там, обычно это причинами являются технологии, да? И если это, то есть, и мы отвечаем на вопрос себе, если это раньше не было выгодно, то почему вы считаете, что это выгодно сейчас и вам по силам это сделать? Да? Но есть еще более простой способ протестировать свою идею. Найдите какого-нибудь критика. Всегда в вашем окружении, допустим, вот, смотрите, есть Аркадий Маренис. Как он проверяет идею стартапов? К нему приходят стартаперы и рассказывают свою идею. Он в принципе на любую вашу идею сидит и говорит, ну, я цитирую, вот извините, идея полное говно. И что начинает говорить стартапер? Да, он начинает, потому что у него в плане этого не было. У него даже в самых страшных мечтах, ну, он думал, что скажут типа, о, да, интересно, молодец, давай рассказывай, там, мы там впишемся, такая, он говорит, да, и он начинает что? Он начинает плавать. А почему он начинает плавать? Да? То есть почему он начинает? Потому что он сам уже начинает сомневаться в своей идее, это раз, и он не может доказать ее. А если он не может доказать ее инвестору, эту идею, то как он будет ее дальше реализовывать, как он будет ее продавать, как он будет ее развивать, эту идею, там, да, чтобы было понятно. И все это вот и дальше уже правильный посыл, то есть надо перепаковать свой посыл и прийти к Маренису опять на второй раз, на третий раз, на четвертый раз, да, потому что он ищет самородков, которые будут отстаивать свою идею, потому что ваша идея, если вы не готовы ее защищать, то она не стоит ничего. Помните, у нас есть тестирование идеи, называется таракан. Вот чтобы вам кто не говорил, ваша идея должна быть по принципу тестирования таракан. Понимаете? То есть вы должны в нее верить, потому что она выживет в любых условиях, потому что как бы, ну, вы очень часто приходите мне и говорите, вы не понимаете идею, но да мне, если я не понимаю, а я много чего понимаю, то не поймут, наверное, другие люди. Я же не такой, что совсем даун, да, но если я уже в принципе много чего понимаю, то если понимаете идею только вы и тем людям, которые вы ее разжевали, то у вас в интернете будет 7 секунд, чтобы доказать свою идею кому-то, нужность ее. А в чем прикол? Почему я говорю, что любая идея тестируется в каком формате? Где деньги? То есть для меня мерило вашей идеи это сколько она и когда принесет вам деньги. Если она деньги приносит, ваша идея, то что она решает, оказывает кому-то помощь и оказывает, то есть и эта идея решает решает какую-то проблему. А если много денег, то решает глобальную проблему. Понимаете, да? Вот это все просто. То есть и ваша идея, она должна быть, идея ваша должна быть, она должна быть монетизируемой и понятная. Понятно, да? Вот, поэтому тут я не знаю. Да, здрасте. Так. Опять одноклассники сели. Ну что ж такое, коллеги? Пора-пам. Одноклассники что-то барахлят. Ну, я думаю, что не настраивают. Итак, вопросы. Какие качества ютубера вы считаете важными? Ну, давайте ответим. Да, воды попью, ответим, будем уже, наверное, закругляться. Тара-тара-там. Итак,
Какие качества ютубера я считаю важными? То есть для любого видеоблогера, для ютубера это, давайте по пунктам. Первое, наверное, качество это, чтобы у вас было, наверное, чтобы в вашей идее, в идее вашего канала присутствовал хотя бы какой-то базовый здравый смысл. Ну, чтобы канал был со здравым смыслом, то есть чтобы вы понимали, как, куда, что, почему, зачем и сколько это стоит. То есть и это был такой, чтобы канал или ваша идея канала несла в себе какой-то здравый смысл, вот, чтобы он был понятен большому сообществу, либо вашей целевой аудитории, если она у вас есть. Потому что я понимаю, что есть каналы, где очень узкая, да, направленность, допустим, то есть не все хотят изучать высшую математику. И если у вас канал, где вы объясняете высшую математику простым языком, то надо просто, чтобы был здравый смысл, для чего это, зачем, и чтобы вы могли отвечать на основные вопросы. Зачем, что, когда, где, сколько и почему. Вот это первое, да. Второе, это, наверное, идея должна выжить по принципу нашего таракана. То есть ваша идея должна быть разбита на части, и вы должны за 15 минут, как ютубер, со своей идеей обосновать потребность идеи, да, готовы ли платить нам, стоимость привлечения клиентов, ну или зрителей, да, можем ли мы это сделать, базовая, куда попадает базовую ценность ваша идея либо ваш канал там, да, должны понимать постоянные переменные расходы, прямых и непрямых конкурентов, да, варианты целевой аудитории и из чего стартовать. Это вторая. Третье, вы должны быть эмоционально, это как говорил Аркадий Моренис, вы должны быть эмоционально подкованы и закалены. Почему? Это важный момент. Вот я у него это взял как вариант, потому что это вот я об этом раньше даже не думал, что это для ютубера важно быть эмоционально закаленной личностью. Вас будут шпинять кругом и по-всякому. Хейтеры, родственники, на работе, ваши коллеги, ваши родные, ваши друзья. Вы будете, когда вы будете на пике, на подъеме, понимаете, то есть вот вам, я все это проходил. Вы когда будете на пике, на подъеме, вы будете видеть картину мира, к вам придет половина вашего состава, скажет, ты знаешь что, а мы уходим к другим. До свидания. И если вы эмоционально не закалены, то вас ждет разочарование, и это упадок сил, то есть вы должны быть эмоционально подкованы, коллеги, да, то есть вы должны быть эмоционально сильны. Почему? Потому что эта закалка, она со временем, вы не можете сразу, потому что у вас будут ошибки, ошибки это падение, надо будет подниматься постоянно, постоянно поднятие, то есть и настоящий ютубер, вот то, что вы сейчас видите в успешных каналах, это же айсберг, вершина, там внизу такой трэш. Там внизу столько слез, там горя, разочарования, и поэтому они поднялись сейчас наверх, и вы можете подняться. Но вы должны, ну потому что вы должны быть готовы к тому, что вы придете к своему лучшему, вот к лучшему своему инвестору, и он скажет, типа, ваш канал говно. Или там, да, или там ваше, вы должны доказать, почему это не так. Причем обосновать, не просто там с пеной у рта, да. Вот. Четвертый, наверное, пункт – это слушать, слышать и, главное, анализировать, понимать, что не так и пытаться исправлять. Вот. Ну и пятый пункт – вы должны четко для себя представлять, где ваши деньги. То есть, где деньги от того, что вы делаете, как вы будете их получать. И именно этому мы и учим в школе видеоблогеров, да. Но в клубе, опять же, мы приходим к тому, что это вся история именно про то, как заработать деньги, потому что здесь нет, ну тут же все просто, здесь нет того, что как сделать 100 каналов со 100 тысячами подписчиков, потому что для меня все-таки это больше, наверное, монетизация. Подписчики не всегда равно деньги, деньги всегда равно подписчики, то есть вы всегда можете привлечь, то есть вы можете сделать рекламную кампанию и с деньгами привлечь себе подписчиков, а вот если у вас есть подписчики, которые полумертвые там, да, или спящие, то далеко не факт, или там вы их докрутили. Поэтому так, и поэтому, резюмируя, давайте так, 5, уже сколько там, раз, два, три, четыре, 5, да. Первое – это здравый смысл. Второе – это идея по принципу нашего таракана. Третье – это эмоциональная составляющая. Должна быть у вас эмоциональная закалка, назовем так, да. Четвертое – это вы должны слушать, слышать и анализировать, применять. И пятое – должны понимать четко, где деньги. Вот
для меня это вот настоящий ютубер. Так. Очень интересная статья 13, вы не знаете, она касается музыки по лицензии. Друзья мои, по статье 13, вот понимаете, когда она выйдет уже, то у вас будет два варианта. Либо принять ее и смириться, либо не принять. Сейчас более интересные статьи в другом варианте, да, где делают там государственный фаервол Российской Федерации. Вот это интересно, наверное, больше, чем 13 статья по Европейскому Союзу, да, вот в этом формате. То есть, ну, я опять же на этом не веду по этому стримы, не веду на этом, потому что я не могу на это повлиять. И зачем мне, ну, тема хайповая, вы можете делать на своих каналах ролики там, да, собирать там аудиторию, что о, Google закроют, о, там интернет закроют, о, там тут, ну, это бабка причитания, я не знаю, где на этом заработать, ну, как на, то есть вот все, что, то есть в моем мире есть две, да, помогает зарабатывать, мешает зарабатывать, все. Дальше. Давно хотел спросить, почему вы делаете двухминутные ролики, чтобы забить поисковые запросы, хотя YouTube больше времени обращает на общее время просмотра и видео с большим просмотром ранжируется лучше? Ну, хороший вопрос. Я делаю и такие, и такие. Я делаю каждый день стрим по 1,5 часа, по 2 часа, да, и там очень хорошее удержание на стриме. Более того, эти стримы, они дают мне огромное количество часов просмотров. Да? Вы же не делаете двухчасовые ролики каждый день, нет, а я делаю. И я делаю двухминутные ролики каждый день. Потому что я считаю, что первое, канал должен быть полезный. И если вы, допустим, представим, давайте вот ситуацию, чтобы вы понимали, чтобы ситуация была понятна для вас, которые спрашивают мне про двухминутные ролики. Да? Представляем, вы хотите поменять название канала. Вы новичок и хотите сменить название вашего канала. Вы вводите в запрос или вам дают ссылку на ролик двухчасовой, где я где-то там рассказываю, как поменять название канала. Это первый вариант развития событий. А второй вариант развития событий. Вы находите ролик, который называется «Как поменять название YouTube канала». 2 минуты. Вы включаете на своем окне на мониторе ролик и тут делаете, как в этом ролике. Все. Школа у нас заточена, чтобы вы вопрос задаете, я на него отвечаю. Я на многие вопросы отвечаю видосами. Понимаете? Все просто, все предельно просто, потому что когда у вас есть один вопрос, вы хотите, как человек, получить один видос, а не копаться там, не знаю, в двухчасовых там этих излияниях. Вот у меня есть стримы, где я 2 часа излияния. Потом мы эти стримы тоже можем там нарезать там, да, потому что есть вопросы, которые вам не интересны. Ну, вы уже знаете, потому что в школе видеоблогеров разный уровень. Есть люди, которые не знают вообще. То есть вот у меня вопросы такого плана, типа, как там, это как его, я нажимаю на кнопочку и мне там предлагают подписаться на этот канал. Ну да, потому что в конце стоит subscribe. Ну да, автор поставил subscribe. Я думаю, что это всем понятно, да, а новичкам непонятно. И мне чего, отвечать сидеть каждому? Нет, мне лень. Я ролик запишу по этому вопросу и буду писать ролик и отправлять вам, двухминутный. А прикиньте, вы мне вопрос задаете, я вам двухчасовой стрим. Держи, там есть ответ. Понятно. Все, друзья, большое спасибо, что пришли, что посмотрели, что почтили вниманием. Субботний стрим завершается. Здравствуйте. А можно использовать одно и то же фото на всех видео, а аудио разное? А если это, я не понимаю, о чем. То есть, можно ли использовать видео одно, фото, а аудио разное? Ну, а зачем? То есть, смотрите, вы всегда задавайте вопрос, зачем? Ну, а смысл какой? Просто чтобы были ролики какие, ну, массовость, я не знаю. Вот. Друзья мои, всем спасибо, что пришли. 1,5 часа я отбыл. Я честно отбомбил эти 1,5 часа. Вот, у нас уже в принципе, я хочу напомнить вам, что мы ищем самородков, которые смогут прийти к нам в эту цель, да? Почему самородков? Потому что я ищу с командой людей, которые смогут прийти к каналу с ежемесячным доходом от 100 000 рублей.
Мы не делаем вам канал, вы делаете его сами, да, вот, без пастухов, без каких-то подгонов, без ничего, просто мы, грубо говоря, показываем вам направление, куда идти, и стараемся, чтобы вы не сбили прицел. Вот и вся наша миссия, да. А основная глобальная идея этого всего – это создание комфортного пространства для того, чтобы у вас было пространство единомышленников, которые будут вместе с вами делать этот успешный канал. Понимаете, в чем вся суть, да, в этом формате. И вот опять же какие-то я много чего не знаю, очень много чего, но я точно понимаю, что когда у меня в группе будет грубо говоря 5 людей, которые будут объединены целью сделать кулинарный канал с доходом, то результат по-любому будет. Это вот несомненно, да, чтобы вы понимали. И я просто сейчас пытаюсь это все вместе с вами проработать, чтобы вы вместе с моей командой, вместе с нами помогли нам сделать вот это сообщество, где бы вам было комфортно, потому что то, что комфортно для меня, может быть некомфортно для вас. Для меня комфортно, я могу в принципе вещать долго, я могу, у меня был опыт, когда я там 10 часов был в онлайне и отвечал на вопросы, потому что была группа, да, но это тяжело и это непродуктивно, потому что одни и те же вопросы и люди не, то есть вот я уже говорил там, да, что люди банально не хотят слышать и слушать, да. У них есть, и вы в таких группах, там в чем минус? Вы начинаете отвечать на один, вот за 10 часов, допустим, да, вы ответите на один и тот же вопрос там 50 раз. И уже язык начинает заплетаться, да. А проще ролик записать и роликом пам-пам, да. Все ролики, которые мы сейчас говорили, они будут внизу. Почему мы сразу не даем ролики в наш… О, радиогубитель пришел, да, спасибо, спасибо. Вот. Вот. Я просто сейчас хочу еще раз проговорить для себя там, да, если вы свою тему не нашли, задайте вопрос под этим видео, мы ответим, да. То есть я предлагаю сюда сделать очень узкую дверь для входа. Каналам, да, по видеомаркетингу, нишевым каналам, усиление личного бренда, образование, правильное питание, свои компетенции, личностное, то есть гоньба личных тараканов, да, как реально заработать, потому что вот, друзья мои, сейчас почему-то пошел какой-то тренд по этим нищеброды, блог там бедного студента, блог там нищебродки, это все такой трэш, вот, понимаете, вы на них никогда ничего не заработаете, потому что нормальные, ну, нормальные рекламодатели, они не хотят общаться с целевой аудиторией нищебродов. Да, и если это по фану там выжить на 100 рублей, то это, ну, это очень быстро, это такой, знаете, раньше были эти, как его, такие вертушки, ну, как называется, такие, которые крутятся там, да, они, то есть те, кому надо, продали, да, а потом продали тем, кому, и сейчас полные ларьки этих вот, как это, ну, этих крутелок там, да, никому не нужны там, да, в этом формате. Итак, как заработать, реально, чтобы было понятно, как заработать. Модель, да, как заработать, допустим, в деревне, как заработать там в гараже, как заработать с мамочкой в декрете, то есть это фриланс тот же самый там, да, туризм, эмиграция, недвижимость, интернет-магазины, строительство, дизайн интерьера, стоматология, свадебные, бьюти-блоги, не модели. Вот я подчеркиваю, не модели, потому что, ну, друзья мои, заработать 100 тысяч с канала, если ты там модель, ну, я не знаю, это надо там чего делать такого, чтобы ты там, ну. Дальше. Альтернативная энергия, английская, кулинария, рукоделие, полезные советы. Сразу нет, да? Детские каналы. Почему я уже объяснял вчера, пересмотрите, да? Ну, если коротко, то я боюсь ответственности. Ответственность перед детьми, не перед вами, перед детьми. Дальше. 1 миллион за неделю. Тут тоже нахер. Вот сразу там, да, ну это вот а-ля, типа, ты хочешь заработать 1 миллион за неделю, мы тебе поможем там, да, смотри. И он там, Порш у него стоит в аренду взятый там, да, он там на Мальдивах, там это все трешатина. Вот. Гороскопы, коучинги личной жизни там, да, инфо-цыгане, игры. Игровые тоже, я не знаю, как, то есть поймите, я не знаю, как монетизировать, и это мне сюда не зайдет, да. Пирамида, казино, секс, серый контент, не ваша музыка, топовые факты и
опять же, на какие-нибудь каналы тусовок. Ну, банально, да, чтобы было понятно. То есть я не, эти каналы могут монетизироваться, но не со мной. И вам будет отказано. Вот мы не всех подряд берем, потому что, ну, это же создание комфортного пространства. Для всех, не для меня. Вот если было для меня, я бы вас всех брал бы без оглядки. И давайте, заходите. Знаете, как в маршрутку, когда забивают, уже негде дышать, и он все равно там ее там пихает, потому что там вот главное, чтобы каждый там по 50 рублей засунул. Все, коллеги, большое спасибо. Спасибо, что пришли. 1,5 часа мы с вами просидели. Всем спасибо за стрим. До свидания.